Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. У нас на пороге новый месяц май, и давайте посмотрим, что же он готовит тем, кто родился под знаком зодиака Водолей. У нас будет одна общая позиция для всех водолеев, выбирать ничего не нужно. Мы рассмотрим общую атмосферу мая, сферу работы, финансов, личной жизни и совет предостережения. Итак, начиная с общей атмосферы мая, давайте посмотрим, что же готовит он водолеям. Непростой месяц, месяц испытаний, трудностей. Важную, значимую роль в данном месяце для вас сыграет женская фигура. Это может быть подруга, это может быть мама, это может быть соперница у кого-то. Много сомнений, переживаний и разговоров. Но такое чувство, что все идет к тому, что, вот посмотрите, завершение что-то для вас завершится. Непростой месяц будет, но, судя по всему, здесь солнышко выглянет. Будут трудности, но после вот этой вот бури, после вот этих трудностей будет и радость. Нужно просто вот эти вот трудности преодолеть, потому что карта Крест, как правило, это как жизненный экзамен, да, жизненный урок, который мы должны пройти. Давайте посмотрим дальше, что же вас ждет в сфере работы. Вы знаете, в сфере работы все хорошо. Во-первых, здесь про деньги, про какие-то новые возможности, которые вам открываются. И вы знаете, либо же вам здесь покровительствует женщина-начальница, да, либо женщина, которая имеет такой вес в том обществе, где вы работаете, либо же вы сами являетесь императрицей и занимаете руководящую должность. Также у многих здесь отыграется карьерный рост и перемены, связанные вот именно с повышением вашего статуса. Будет непросто, нужно будет приложить немало усилий, но вы справитесь, и есть люди, которые готовы вас поддерживать. В первую очередь нужно отметить, что вот эта женская фигура, она может быть именно той вашей помощницей, да, начальницей, руководительницей, наставницей, которая будет способствовать вашему движению вперед в сфере работы. Что касается финансов. Вы знаете, по финансам как-то все очень непросто. Вот май и водолеи идут, точнее финансы и водолеи в мае идут какими-то разными дорогами. Здесь будут денежные споры относительно выплат, которые вам причитаются, относительно того, чтобы, вот знаете, получить то, что вам причитается. Будут люди, которые готовы вас обмануть, оставить вас за бортом вот этих вот доходов, вот этого заработка. Тем не менее, нужно отметить, что те перемены, которые грядут у вас в сфере работы, они выводят вас в совершенно новую главу вашей жизни, вот в которой вы и деньги будете дружить. Да, совершенно верно. Те перемены, которые у вас вот-вот случатся, они приведут вас к достатку и к стабильности, где вам не нужно будет бороться, где вам не нужно будет юлить, хитрить, лукавить относительно того, чтобы заработать себе, знаете, вот лишнюю копейку, лишний миллион. Конечно, пусть лучше речь идет о миллионах, но в сфере финансов, вот знаете, вот они, эти трудности непростые. Но, судя по всему, вот эта императрица, эта женская фигура, она готова вам помочь. Теперь сфера личной жизни. Давайте посмотрим. Но здесь многие смотрят те, кто уже вот в семье находится. Десятка кубков, четверка жезлов – это семья, либо стабильные отношения. Смотрите, опять же, женская фигура. Женские фигуры в данном месяце, в месяце мая, для водолеев они особо значимы, потому что, смотрите, Королева мечей – это карта соперницы. Если вы находитесь в браке, в стабильных отношениях, здесь вот эта вот фигура женская, она прям будет мутить воду. Она будет как-то, вот знаете, перетянуть одеяло на себя. Если же вы в отношениях с несвободным мужчиной, опять же, здесь семья для него в приоритете. И вот эта мечевая королева, да, его супруга, она занимает такую, вот знаете, главенствующую позицию и доставит вам немало хлопот. В любом случае, здесь новых людей
в жизни вашей в мае я не вижу, они не появятся. Все истории происходят уже с теми, кто в вашу жизнь пришел. Но совершенно четко вот эта женская фигура, которая может доставить вам хлопот, неприятностей, создать какую-то конкуренцию, она появится. И вот здесь, знаете, такая тонкая грань между тем, чтобы отношения действительно сохранить, хотя здесь все стабильно, просто карта гроб на обороте, она говорит о том, что будут искушения для того, чтобы, знаете, вот все завершить. Будут трудности, но вы их преодолеете, и большинство из вас преодолеют их в таком в положительном ключе. К чему стремиться? Король жезлов, король кубков. Вы знаете, позволить мужчине делать мужские дела. Позволить мужчине совершать какие-то поступки. Посмотрите, карта башня. Судя по всему, здесь действительно что-то подходит к финалу. Но в любом случае, конец данной истории, он будет для вас положительным, потому что по итогу, преодолев вот эти вот горы, трудности, у вас выходит солнышко, у вас выходит радость. И если говорить о том, к чему стремиться, здесь стоит мужчине предоставлять право действия. И вы знаете, здесь действительно у многих отыграются разрушения. Так вот, эти разрушения, они действительно нужны. Пусть они будут временными, пусть они будут внезапными, но, судя по всему, это должно случиться. У многих отыграются разрушения, как, знаете, вот в сфере работы, да, то есть перемены, от чего-то отказаться, к чему-то прийти. У кого-то здесь действительно будет как гром среди ясного неба проявление вот этой вот мечевой королевы, которое нужно принять. Но здесь, опять же, вам, давайте посмотрим, чего остерегаться. Здесь в любом случае нужно мужчине предоставлять право действия. Вам не нужно ввязываться в эту войну. Чего остерегаться? Император. Да, вам не нужно бороться. Вам не нужно бороться за императора. Вам не нужно, знаете, вот восьмерка пентаклей — это то состояние, когда вы стараетесь действительно все сделать своими руками. В первую очередь, восьмерка пентаклей, она отыгрывается как карта, которая относится к сфере работы. Вот все, что касается работы, уделите максимум сил и внимания. Все шаги в сфере работы пусть будут у вас прям, вот знаете, под прицелом. Пусть руку вы держите на пульсе, потому что эти перемены, они для вас важны и значимы. Но смотрите, еще очень важный нюанс. Когда дело касается ваших отношений, вашей семьи, вот здесь стоит предоставить, как я уже сказала, право действия мужчине, чтобы он не решил. Допустим, он скажет, да, там вот у нас пауза, у нас расставание. Пусть будет так. Вам не нужно ни в коем случае бороться и стараться его переубедить. Это его решение. У большинства из вас, ну не то, что у большинства, здесь тройка жезлов, это для всех отыгрывается. У вас будут такие ситуации, такие обстоятельства, когда пути ваши не разойдутся, они продолжатся. Но не нужно бороться за то, где должен действовать мужчина. Стоит предоставить ему право голоса, право выбора, право решать. Обязательно будет возрождение ваших отношений, но не нужно ни в коем случае стараться быть вот этим вот мужиком, да, вот этим вот локомотивом, который будет вытаскивать эти все сложные ситуации. Пусть этим локомотивом будет мужчина. Как он сказал, так пусть и будет. Знайте себе цену, знайте ощущение того, насколько далеко вы можете зайти в той или иной сфере. Здесь, конечно, в сфере личной жизни будет жаришка, но, тем не менее, и десятка кубков, и четверка жезлов, они говорят о том, что отношения семейные, отношения стабильные, они таковыми и останутся, они не будут разрушены. Просто порой, вот знаете, здесь мужчина, грубо говоря, захочет перебеситься, и нужно позволить ему это сделать. Не нужно ни в коем случае его удерживать. Таким образом, здесь, знаете, вы как будто бы оттягиваете вот прохождение этого урока, потому что карта крест, с которой начинается наш расклад майский, уважаемые водолеи, это как испытание, которое вы должны пройти. И вот это испытание, оно связано действительно с разрушением, с временными какими-то трудностями. Если вы будете стараться вытаскивать, да, не дойдя до этих трудностей, все
сейчас, вы просто оттянете, отсрочите этот момент на потом. Лучше вам пройти эту ситуацию сейчас и уже в дальнейшем наслаждаться тем солнышком, которое вам уготовано высшими силами. В любом случае, вы здесь победитель. В любом случае у вас все будет хорошо. Просто вот эти трудные моменты, их нужно пройти и преодолеть. И да, вот эта женская фигура, у большинства это не только начальница, руководительница, и вы в статусе таком, знаете, очень солидном, но еще и фигура той самой соперницы, которая вам подкинет в мае неприятностей. В любом случае, вам важно помнить, что все у вас будет хорошо. Это лишь временные трудности, которые вам нужно преодолеть. И ни в коем случае не старайтесь брать на себя ту работу, которую должен выполнять мужчина, особенно в ваших отношениях. Вот такой был прогноз у нас для водолеев на май. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.